Друзья мои, всем огромный привет, всем хорошего настроения. Вот такая орхидея, уже достаточно пожилая, у меня есть. И растет она у меня возле южного окна. И каждый раз, когда я поливаю ее, прохожу мимо, я всегда качаю головой и думаю: боже мой, когда же я уже что-то с этим сделаю? Корни растут эпифитно, как и у большинства орхидей. Это ей не мешает. Ожоги от солнца, следы от вредителей. Все есть на ее листьях. Ее листья могут нам о многом рассказать. И вот сегодня, наконец-то, я выбрала время и решила все-таки заглянуть вовнутрь горшка этой прекрасной орхидеи. Я очень надеюсь, что там не все так плохо за эти годы. Вы спросите, что это за орхидея? Могу вам сказать, что я помнила раньше ее название. Желтая, красивая, интересная, стандартная. Найду фотографии, помещу. Но сейчас я не помню ее название, но она каждый сезон меня радует. И я всегда благодарна ей за это. В общем, девочки, я вообще не знаю, что с ней делать. Я сначала думала не вытаскивать ее из горшка, а просто как-то где-то вот подобраться и где-то вот здесь ее обновить. Но вы знаете, сейчас я смотрю, у нее достаточно такой ствол, очень, знаете, как вот бывает, как у меня вот пальмочка бывала, я вам показывала, обновляли мы с вами Лего Фантастик, там была просто уже такая сухая пальмочка, там чик, и все, обрезал, и все в порядке. Здесь же, вау-вау, я приготовила здесь такое вот место, пока мой помощник спит после прогулки. Она недавно поливалась. Показывала вам я, что за столько лет, а пыталась я посчитать, сколько это лет. Но это, наверное, уже больше 5 лет она не пересаживалась, девочки. Вот уберу я этот цветочек. Очень удачный вариант для борьбы с насекомыми. И вот видите, за лето только один вот кто-то попался. Сейчас пока перемещу в горшок хвои. Пускай в хвое посидит, половит. В общем, я даже не представляю, как это убирать. Перерезать я эту затею, перерезать шею я уже отказалась. Мне кажется, надо глянуть, что там по корням. Ну, в принципе, внутри, видите, вот корни есть. Но все равно часть корней там будет пропавшая. Я, ну, как бы, я думаю, что это 100%. Здесь веломен пропал, но не весь. Вот этот корень вышел. Он единственный, кто здесь вышел за столько лет. И он как будто бы фитилек работает. Даже вижу, пытается разрастаться. Так, ребята, ну, попытаюсь аккуратно ее вытащить. Сказать, что она сухая? Нет, она не сухая, но она и не сильно влажная. Я обминаю вот так горшок. Это двойной горшок. И если вы видите здесь водоросли, это лишь потому, что здесь я мелким паяльником проделала дренажное отверстие с какой-то целью, чтобы заходил воздух. Когда-то очень давно. В общем, я хочу все-таки добраться до ее основания. Девочки, это не так-то просто. И тут, знаете, прям уже такой сформировавшийся ком. Корни эти вообще не могут никуда больше расти. Но это непросто, это непросто. И тянуть я не могу. Здесь нужен какой-то хитрый план. Возможно, надо вот так от стенок немножечко ее отделить. Мох разросся, обалдеть как. Я уже прям представляю, как это там все утрамбовано. Посмотрите, как красиво разросся мох.
Я уверена, что кора там уже вся спрела, утрамбовалась, и она живет за счет этих верхних воздушных корней. Ну, у орхидеи нет каких-то воздушных, невоздушных корней. Все корни у нее обычные. Девочки, вот я уже руку засовываю туда. Но что-то держит. Возможно, вот эти водоросли держат. Возможно, этот корень. Давайте мы его обрежем. Ну, он, не думаю, что он держит. Мусор сразу буду убирать. Сверху кора более или менее. Мне хочется ее вытащить. И мне очень хочется ее немножечко обновить и высадить ее, возможно, даже в этот же горшок. Я не знаю, девочки, будем по ходу пьесы. Вот здесь прям все приросло. Я в шоке. Какая-то сплошная подушка из мха. Слушайте, ну это просто невероятно. Вот так я рукой ее вытаскиваю. Девчата, смотрите, что я делаю. Это вообще... Пошла, пошла, пошла. Я даже уже не припомню. Так, аккуратно с корнями. Дело в том, что не припомню даже, во что я ее садила. Да, часть корней я вижу там уже, смотрите, пропавшая, высохшая. Возможно, сейчас я стряхну то, что стряхнется. Возможно, это грунт Ови. Я его узнаю. Ура! 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 Ура, девочки! Боже мой! Какая прелесть! Какая прелесть! Посмотрите на этот мох. Посмотрите на эту прелесть, девчонки. Это невероятно. Посмотрите на эти ножки. Это я не могу понять, это что здесь произошло? Это вот кусочки коры или что? Да, это кусочек коры попал туда. Боже, здесь вижу пеностекло. Обратите внимание. Прям как на раскопках. И вдоль стенок вырос этот симпатичный мох. Я в шоке. Вот, а вы знаете, мне нравится. Я уже начинаю жалеть, что я к ней туда залезла. Есть варианты, когда девчата берут и вот эту всю композицию помещают в еще один горшок. Девочки, я буду трясти. Вот, смотрите, какая неплохая еще кора за столько лет. Ну да, девочки, это уже давно посадка была произведена. Я в шоке. О, она, конечно, может стрессануть. А там внутри ничего я не вижу. Ничего, пустота. Вот я руку засовываю. Там без фотосинтеза достаточно плотные корни. Слушайте, нет, но мы будем сейчас все равно... Так, вот этот вверху мох, мы его будем выбрасывать. Он напитал в себя солей. Слушайте, мне прям сегодня так забавно это все делать. Это прям, знаете, смотрите, прям слоями я снимаю этот мох. Слоями. Он так нарос классно. Как, знаете, как будто войлок. Вот, я думаю, на что это похоже? Просто войлок. Обалдеть. У меня там на пересадку столько претендентов. Она одна из самых, кого надо пересадить побыстрее. Потому что я все думаю, ну что делать? Там даже, думаю, за столько лет корневая уже совершенно пропавшая. А нет. Говорят, что корень у орхидеи... Боже, смотрите, что я нашла. Рапан. Это ж кто ж его сюда сверху когда-то положил? Я уже не помню. Слушайте, ну это просто. Он уже там корнями весь зарос мхом, я его даже не видела. Говорят, что 2 года растут, живут корни орхидей. Слушайте, ну я прям вот буду вот этот войлок прям вот так снимать. Мне прям жалко.
Тут такой симбиоз, девчонки. Тут такой симбиоз. Обалдеть. Ну, я вижу по корням, что не все они в плохом состоянии. Они все достаточно плотные. Я прям не знаю. Мне придется сейчас этот грунт весь перебирать и частично убирать корневую. Я хочу обратно в этот же вазон ее поместить. Просто я не знаю, что с ней делать. Блин. Я-то думала, сейчас я открою. Там все сгнившее внутри. Я расстроюсь или обрадуюсь, что я могу ее обновить. Да, есть какое-то количество веломена, который пропавший. Есть, не без этого. Но его не так много, как мне казалось. Обалдеть. Боже, красавица, ты столько лет растила вот эту бороду корней. Сумасшедший дом. Девочки, ну это просто... Вот тут есть корешки вот такие сухие, которые можно обрезать. Вот я прям сразу буду обрезать то, что я сразу встречаю. Чтобы потом заново не искать. Куча цветоносов. Она каждый год цветет. Но она не дарит прям сумасшедшие там охапки. Ну, цветет хорошо. Да, девочки. Распутали косы. Это что-то невероятное. Лист уберу вот этот нижний. Вот, прилезла, начала мне тут наводить порядки. Так, рассматриваем. Можно убрать вот этот низ. Видите кочерышку? Его можно срезать. И уйдет часть корней, которая совсем-совсем старенькая. Да? Правильно я говорю? Наверное. Так, да. Теперь попробую распутай эту часть корней. Хо-хо-хо, которую мы обрезали. И вы знаете, это будут, наверное, самые-самые пожилые корни у этой орхидеи. Вероятно, с которыми она покупалась когда-то. Сейчас я вам покажу, в каком они состоянии. Девочки, видео будет долгое. Наливайте себе там что-нибудь попить. Кофеек, чаек. Слушайте, вот не кисель. Вот я вот там полсантиметра отрезала. И вижу, что очень-очень много на этих полусантиметрах корней. Так, куда же идет этот корень? Вообще непонятно куда. Ага, все, нашла. Вот, девочки, отрезав всего полсантиметра, я срезала вот такую охапку старых корней, которые, в принципе, работают, не работают, непонятно. Может быть, и работают, но они уже такие очень даже, видите, еще живые, но уже старенькие. Оценим состояние шеи. Срез чистый. Так. Ой, что здесь можно подремонтировать? Ну, вот тут старый цветонос, сухой-сухой. Ага. Вот еще цветонос тут когда-то давно цвел. Так, вот здесь плохой корень. Вот в принципе тут нечего уже и снимать. Да? Единственное, вот здесь листья не ахти. Так, вот цветонос такой себе. Девочки, не знаю, вы видите или нет. Видите, какой желтый? Старый-старый цветонос. Да. Вот эти листья все какие-то желтые. Это ожоги солнечные, либо они старые. Я даже не знаю, что делать. Вот нашла еще плохой корень. Здесь не сняла до конца этот войлок.
Прям кусками он висит. Смотрите, как здорово. Ой. Слушайте, а ей было и неплохо. И неплохо было ей. Так. Есть корни, которые частично обожжены удобрениями. Потом дальше продолжает свой рост. Такая вот красота. Верх, конечно, помоложе, покрасивше. Я прям в замешательстве. Я-то хотела ее конкретно обновить, а у меня получилось всего лишь несколько сантиметров. Так что вот так, девчонки. А там дальше чикать мне особо и не хочется. В общем, я сейчас подумаю, скажу вам, что я придумала. Я тут сидела, думала и думаю, наверное, сниму я эти листья старые, для того, чтобы мне было удобнее в посадку поместить. Ну, не все, конечно, сниму, частично. Чтобы удобно было в посадку поместить новые корни, которые выше ярусом растут. Не факт, что они будут работать. Ну, я думаю, будут работать. Ну, в грунте, пока не привыкнут. Так, вижу чешуйки здесь, конечно же, от старых листьев. Ну, кто бы их здесь снимал, это надо было глубоко слишком углубляться в субстрат. Так. Так, девочки, и по традиции, там, где мы срезали перекисью, я забрызгиваю срез. Там девчонки мне писали, что может даже шипеть перекись там, где и нет бактерий. Возможно, смотря какая там среда, на что перекись среагирует. Так, ну что. Вот эта сторона, вот с одной стороны корни. Хотя и с другой тоже есть. Ой, девочки, это цирк. В общем, надо вот эту всю красоту и вот эти молодые корни тоже отправить в вазон. Я считаю, что корней достаточно. Очень даже достаточно. Даже предостаточно. Для такого количества пар листьев. Да? Учитывая, что я уже листа 4 сняла, то вообще шикарно. Шикарно. Так, что здесь такое? Тут вообще какое-то такое непонятное. Вот цветонос. Мне удобно за него держаться. Я его, наверное, пока оставлю. Вот этот я имею в виду. Этого сезона. Но видите, какой корневой рост пошел выше уровня. И когда она была в горшке, я прям думала срезать этот низ, омолодить. Ой, что-то я прям... А может, действительно его срезать, вот этот желтый весь корневой ком, да, девочки? Или не рисковать? Вот это вот до сюда. Я когда... Давайте я срежу. Девочки, мы же решили ее омолодить. Да, я срезала еще больше корней. Это все старые корни, хотя они еще рабочие. В общем, короче говоря, паук превращается в скромного паучка. Ну, действительно, очень-очень... Боже, как корни позапутывались. Среди вот этих, что я сейчас срезала, есть растущие. Без паники. Без паники. Кто-то, конечно, скажет, надо было оставить в горшке и там деток. Деточки, не хочу я этим заниматься. Так, сейчас я положу. Детки, это хорошо, но когда не слишком много места, с детками надо повозиться. Так, вот я сколько корней еще обрезала. Ничего, ничего страшного. Так, ну тут уже картина ясна. Здесь уже все попонятнее становится. Еще раз сбрызну перекисью. Ой, не попала. Так.
Ну вот, уже лучше. Уже лучше. Вот теперь-то вот эти корни новые пойдут в субстрат. Все, фух. Фух, уже как-то более или менее. И вот эти листья тоже просятся на выход. Но оставим их. В общем, надо ей просохнуть. А мне надо остыть. А то, что я прям уже, знаете, так разошлась. Прямо разошлась. Ну, корней достаточно. Я сейчас повыбираю, посмотрю. Ну, пеностекло — это ингредиент у нас не портящийся. Его можно промыть. Кора, в принципе, здесь частично хорошая. Вот большие кусочки мы сейчас вытащим. Кто там ко мне пришел? Привет! Ты пришел ко мне? А я тебя не пускаю. А я тебя не пускаю. Я тебя не пускаю, потому что ты сейчас съешь всю мою кору. Да, скажи ребятам привет. Привет, скажи. Гавкал. Ему открыли дверь. В общем, девочки, сейчас буду перебирать и займемся пересадкой. Ну никуда от тебя не деться, никуда. Тебе надо срочно помогать, да? Как же без тебя? Привет, привет. Так, здесь мама сейчас будет забирать, потому что тебе здесь лучше не помогать, да? Лучше не помогать. Все, заинтересовался. Надо все срочно прихватить, да, Жур? Сейчас пойдем перебирать с тобой кору. Так, девочки, пришлось на кухню переехать, потому Жорик пришел помогать и начал там доставать. Я хочу корни пробрызгать водичкой очищенной, тепленькой. Кстати, начал мой этот прибор тоже барахлить, девчонки. Как вы и говорили, в принципе. Я все думаю про эти нижние листья. Убирать, не убирать. Я их побрызгаю. Там девочки мне говорили, что прям берут влажное полотенце и обворачивают корневую. Видите же, как работает? Надо вот медленно нажимать. А ну, они привыкли к сухому содержанию, эти корни, поэтому позеленеть их тяжело заставить. Хотя нет, меняют цвет. Посмотрим, как пойдут дела в новой посадке. Я вообще хотела их обновить, эту орхидею, вообще эти, которые мои большие, пообновлять и в керамзит попересаживать. Ну, не знаю, есть же шмок, есть. Так, ну все, хватит. Тоже залила, там сейчас будет уже квакать лягушатник. Ой, сейчас буду выбирать коринки. Получается, у нее смешанный субстрат был. Частично пеностекло. Хочу этот горшок отмыть. Снять эти водоросли. Это получается, корни вообще свет не видели, так как сплошняком по стенкам горшка выросли вот эти водоросли. Интересно. Так, помыла горшочек. Я хочу ее... Оно не полностью, вот за счет того, что делаются вот эти дырки, да, не полностью садится горшок в кашпо. И тем самым это и хорошо. Вентиляция. Орхидеи лучше растут. Так, ну что? О боже. Сейчас я пока кашпо уберу. О, надо крутить горшок для того, чтобы усадить. Держим орхидею и корни расправляем, вкручиваем. Любое количество корней могем поместить в любой объем.
Вот этот корень идет прям наверх, предательски. И вот это тоже, надо их туда завести. Вот так, вниз направо. О, что-то треснуло. Мне вот эти листья не нравятся, но они частично зеленые. Так, все, села. Фух, ну вроде села. Очень даже хорошо. Сейчас возьму мох свой карпатский. О, вывалился. Вывалился мой фаленопсис. Что ж ты такой, непоседа? Корешки растущие. Самый период для пересадки. Так. Все, а то она была прям наклонена, а теперь она как будет ровненькая. И надеюсь, что вот эти корни с шеи пойдут в субстрат. Будет хорошо. О, кстати, этот цветонос прям пригодился, что я могу им управлять орхидеей. Как, знаете, такой рычажок. Так, ну что. Сейчас принесу пару кориночек таких покрупнее. Обложу вот там снизу. А потом выберу здесь кору. Та, которая нормальная. И пеностекло повыбираю, промою. Да? Ну да, почему нет? И уголь повыбираю. Уголь тоже хороший. Здесь много угля. И отправлю опять в посадку. Вот смотрите, какие хорошие кусочки угля и пеностекла. Так что так и сделаю. Все равно же ей нужны такие неорганические компоненты. Она в них росла прекрасно, дышала, цвела, наращивала розетку. Только вот ожоги ее декоративный вид подпортили. Но так, в принципе, очень даже неплохо. Девочки, выбрала прям, ну вот прям пару коринок. Ой, то. Короче, кора уже вся перепрела со столько времени. И она прям вот, ну, негожая уже. Надо выбрасывать. Вот берешь, она вот так рассыпается. Я выбрала только уголек и выбрала пеностекло. Вот видите, как она рассыпается. Ну, 4 года или даже больше прослужила. Но она вся рассыпается. Вот берешь, вроде такая коринка неплохая, но она уже вся вот раз и все. Ну что ж, постоянно влажная, конечно. Так что это на выброс. Да. Вся рассыпается. Даже какие-то бульбовые садить, но я не знаю. Она вся сыпется. Так, я там немножко выбрала. Вот это мне не нравится. Вот это надо тоже выбросить. Она с грибком. Так что это все, короче, выбрасываю. Иду за своей галтованной. Так, я принесла галтованную кору. Ну так, она у меня здесь вообще... Даже вот такие кусочки есть маленькие. Я ее сейчас промою. Она тоже не совсем чистая. Я бывает промываю, бывает забываю или не хочу. А потом просто орхидею заливаю при первом поливе и сливаю всю воду вместе с этой пылью. Вот такая, знаете, пыль. Девочки заливают, чтобы оставляют на пару дней, для того, чтобы она напиталась воды. Она всплывает. Но я этого не делаю. Не хочу ее заранее подвергать сильной влажности. Вот сейчас она чуть-чуть вот прошлась влагой. Конечно, внутри она там, она легко ломается. Внутри она... Ну, хотя, смотрите, вот маленький кусочек, он сырой внутри. От не такого даже активного, без замачивания, да? А большой кусок. И большой кусок тоже намок. То есть она достаточно пористая. И это хорошо. Ой, надо же... Я забыла, девчонки, про свои зеленые насаждения. Подождите.
Так. Я говорю про мох. Ой, там мне писали девочки, что много вредителей из леса встречается на мхе. Я, конечно, согласна. Но хорошо, что у меня нет микроскопа. И весь этот зоопарк я не вижу. Ну, это естественно. Естественно. Главное, чтобы не было никаких слизней, там, улиток. Может, его действительно лучше хранить в заморозке, чтобы никто не наполз. Смотрите, какие красивые шапочки. Ах! У меня на дверце холодильника хранится. Даже не знаю. Наверное, этот мох тоже хорошенечко прорастет. На дверце холодильника сидит и растет. Шапочки растут. В морозилке девчата держат. Может, это профилактика от всяких вредителей. Морозилка. Ой, что тут непонятно. Какая-то трава. Это ж я сама собирала. Могла не собирать всякой травы. Так, вот эти листики, конечно же, я думаю, в скорости пропадут. Слушайте, ну я прям повторяю посадку, как у предыдущего было вазона. Ну, в смысле, у этой же орхидеи в предыдущей посадке тоже вот так по стенке будет мох. Так, хватит. Шапочки побросаю. И сейчас буду брать коринки и просовывать туда их. И просовывать. Ой, как запахло вкусно вот этой корой и мхом. Боже мой, какая прелесть. Такое ощущение, что я где-то нахожусь на поляне в лесу. Рядом лесопилка. Такие запахи. Прям класс. Конечно, с такой вот корой и с такими мхами прикольно высаживать не в такой горшок, а куда-нибудь в вазу. Но, к сожалению, все вазы на полках не расположишь. А было бы здорово и очень красиво. Так. Вот тут прям такие шапочки наверх. Так. Я думаю, что мох потом тоже начнет расти. И точно так же вырастет, выйдет с этих отверстий. Ну, надеюсь, что все будет нормально. Орхидея быстро адаптируется в этой новой посадке с новой корой и с новым мхом. Там иди знай, как ей понравится. Я сегодня старалась не выбирать сильно большую фракцию. Брала таки вот этот, конечно, большой кусок. Я его вот так в средний уровень положу. Брала то, что мне попадалось под руку. Думаю, ладно, пусть будет. Не выбирала. Так. Тут же главное орхидею закрепить в горшке. Так. Ой, запах, девочки. Ну, вы представляете. Та кора, которая продается в магазине, обработанная в субстратах специализированных для орхидей, она не имеет такого запаха. А это прям вообще красота. Просто красота. Новые корни. Ну как новые? Ну да, новые этого сезона, воздушные. Я их тоже вот так укреплю, чтобы они почувствовали опору. Так. Как буду поливать? Ну, может быть, первых несколько раз замачиванием, а потом уже проливом и оставлением какой-то части воды вот в этом вот кашпо. И она будет испаряться, и как бы оно не касается дна. Внизу будет влага, будет испарение, будет здоровски. Думаю, ей будет хорошо. Верхний слой мха, не знаю, ложить ли.
В принципе, хорошо, когда мох не сверху, а где-то в среднем уровне. Ну, положим, как было у нее до этого. Мне не нравится, когда он берется шапкой такой, знаете, непролазной, с соломенной шляпой. Так, где-то может еще коры подложить. Или хватит. Мне всегда хочется так трамбануть, хотя этого делать не советуют, чтобы были карманы воздушные. Ну, прекрасно. Мне сейчас нравится и в керамзит высаживать, но вот эта посадка, она более такая, знаете, вкусно пахнущая, приятная, природные материалы. И вот, кстати, не дошли у меня руки до остатков, вот, ну, уголь возьму, до тех фрагментов, которые я взяла у нее из горшка. Ну, вот сейчас немножечко просыплю уголька, может, чуть-чуть. Что-то тут повыбираю, тут слегка, для поверхности, чтобы, так сказать, флору и фауну заселить. Ну, пусть мох будет вот здесь, возле новых корней поближе, а с той стороны будет просто кора. Не буду полностью засыпать. О, замечательно. Я думаю, что так достаточно. Потом, когда уже буду поливать, буду смотреть. Если будет проседать, добавлю. Хотя, думаю, вряд ли что-то здесь изменится. Места корням хватает. Все нормально. Так, сейчас все там влажное. И кора, и мох. Я освобождаю кашпо. Полосну его. Ой, вот эти шапочки, которые я растеряла, прям хочется их вернуть обратно в горшочек. Так, ну вот так это будет выглядеть. В принципе, картина поменялась, да? Намного лучше стало. Видите, как вот не становится? Так оно прям полностью, горшок падал. Если вы хотите, чтобы был зазор, сделайте пару отверстий вот в этом уровне. И горшок не будет полностью становиться, и у вас будет вроде как кашпо есть, но будет аэрация. Ага. Такой, знаете, хитрый способ, но совсем и не хитрый. Так, ну вот эти листья, да, вы бы сказали, наверное, ничего ты их не убрала, девочки, но пускай останутся как кладовочки на всяк случай для орхидеи. Все-таки сейчас ей нужен строительный материал для новых корней, для новых листиков. В общем, вот такая вот. Как же она называется? На фе как-то. Флора, флорина. Ой, как-то она называется красиво так. Ну, желтенькая красавица. Она мне очень нравится. Не пышно цветет, но регулярно, постоянно. Хорошая девочка. Все, всех обнимаю. Вот такой репортаж. Мой помощник убежал, отдыхает после прогулки. Хотела сначала поучаствовать, но потом что-то передумал и пошел отдыхать. Все, друзья мои, всех обнимаю, всем мира и добра. Напишите, сколько орхидей вы пересадили на этой неделе. О, от Лимоши привет. Ребята, привет. Я сегодня немножечко грущу. Почему, спросите вы? Опять перед вами моя Джулия, и она обожгла свои листья из-за того, что я ее поставила еще на жгучее сентябрьское солнце. У нас в Одессе в конце сентября и еще очень даже очень жарко. Короче, бархатный сезон прошел для нее не без последствий. Видите, что происходит? И сегодня я пошла проверить. И смотрю, что детка, сейчас переключу, вам покажу. Детка погибла. Та детка, которая у нее в основании, она погибла. Вот что делает солнце. Напишите, что у вас приключилось с орхидеями после таких ожогов. Я прям не знаю, останется у меня эта Джулия или нет.
Понятия не имею. Сейчас немножко водички ей налила. Ну, жалко ее потерять. Есть, конечно, детка на пне. Ее детка, что меня немножечко так радует. Потому что ее большое количество деток я девчонкам попредлагала. И себе оставила пенек. И хорошо, что я себе его оставила, и на нем растет детка. Боже, если даже с этой что-то случится, а она ведь уже взрослая, но я надеюсь, что все-таки эти листья, которые сильно обожглись, вот они уже так желтеют, они, скорее всего, отпадут. Да. Ну, может, не все, какая-то верхушечка останется. Она после ожогов уже где-то неделю у меня жива. Но детка не выдержала. Детка не выдержала, я сегодня смотрю, боже, у нее был только один листик с краешку обожжен. А теперь смотрю, она вся пожелтела. Сейчас покажу. Вот смотрите, что произошло. Прям ужас, ужас. Вот смотрите, хвои загорают. Говорят, что они стрессуют. Возможно, они такой у них шоколадный красивый загар. И они немножечко тормозят в развитии и в росте, хотя не все. Но для орхидей это просто губительно. Вот смотрите, во что превратилась детка от сентябрьского солнца. Она полностью... В общем, ее нет. Но еще пока она держится, ну, я думаю, что скоро мы дернем за листик, и он останется у нас в руках. И вот такой шоколад. Вот такие вот ожоги. Честно говоря, я не знаю никаких средств от ожогов. И вот как солнце попадало на нее, так она, вот как вот, видите, вот, так вот она и подгорела. Ребята, очень жаль. И очень жаль, что летом все было нормально, а осенью, когда ты думаешь, да, можно уже и не закрыть шторы, уже вроде как полдня пасмурно, и притенение ты еще не убрал, но орхидея не была у тебя на солнышке вообще, росла у тебя где-то в таком месте, там, где солнечные лучи не попадали. И вот на тебе. Не знаю, но вижу, что вот видите, если взять, например, этот лист, вот он полностью, все, он полностью постепенно некроз распространяется. Я наблюдаю, но я понимаю, что ничего я сделать не могу. Здесь только часть листа. Пантенол здесь не поможет. В общем, буду вам показывать, что будет происходить дальше. Но думаю, все, кто столкнулся с подобным, все знают, чем это закончится, и напишут мне в комментариях, что мне от этого ждать. Скоро надо уже бояться обморожения, а у нас последствия загара. Тургор, главное дело, вот знаете, нормальный, но листья обгоревшие. В общем, наблюдаем дальше.